Мои творческие маневры всегда сводятся к одной цели – воспевать женскую красоту во всех ее проявлениях. Создавая мои видео, а это, кстати, эпизод 214, мне хочется слегка сократить визуальную его часть. Этот ролик длится 3 минуты, конечно, без изменения самого формата, что, судя по отзывам вами, горячо приветствуется. Так вот, экспериментирую и продолжаю мои маневры. Но ваши комментарии будут идеальной путеводной звездой моего путешествия. Подготовив кожу сывороткой от Guerlain, я нанес довольно-таки плотный тон от Estee Lauder, но детали, точнее высветление центра лица, выполнил корректором от Smashbox. И перехожу, можно сказать, к основному сюжету. Сегодня это губы. Визуально хочу пойти на рискованный шаг. Это тот самый случай, когда можно или уйти в тотальный нуд, или абсолютно осознанно сделать их нарочито по-королевски, с поистине театральным гротеском, так чтобы не оставалось и доли сомнения в правильности моего решения. Карандашом от пупа я сделал почти снайперскую прорисовку, и чтобы линии были более выразительны, тем же корректором минимизирую детали по внешнему контуру. И зная, что кремовые румяна лучше наносить на все еще влажный тон, я использовал помаду от Calistar, создавая эффект бокала шампанского. А рассыпчатая пудра от Givenchy прекрасно зафиксирует все мои выкрутасы с некой долей вальсирующей легкости. И по идее можно убрать салфетки и перейти к завершению моей светотеневой игры. Продуктом от Gosh выполняю воздушное сфумато, подчеркивая овал лица. Думаю, вы понимаете, что при таком акценте макияж глаз должен быть не то чтобы скромный, но достаточно легкий и в меру нейтральный. Я воспользовался стойкими тенями в карандаше от Sisley, и чтобы в полной мере насладиться розовой феерией, гармонично добавил помаду, что, кстати, прекрасно подчеркнуло серо-голубые глаза. И судя по тому, что брови сами по себе прекрасно балансируют роскошный акцент, прорисовка карандашом от пупа и фиксация гелем от Givenchy не составили особого труда. Тушью от апеннинской легенды пупа густо прокрашиваю верхние и нижние ресницы. И чтобы сохранить долгоиграющий эффект сияющей кожи, воспользуюсь спреем от Givenchy и выполняю мою любимую полировку. Завершая творческие маневры, воспользуюсь жидкой помадой от Lancome. Красота у всех разная, и я лишь следую моей интуиции, иногда ломая кем-то придуманные каноны. Удачи и красивых вам макияжей!